95 баллов на metacritic.com. Самая масштабная DLC в истории игровой индустрии. Лучше, чем легендарная DLC к Ведьмаку 3, Сырок и Чекушка. From Software уже даже начали покупать отзывы на купиотзыв.ру, чтобы сгладить негодование игроков на фоне такого хайпа, и фидбэк растет до сих пор, начиная с 61%. Такое не оставит равнодушным никого. С вами, как всегда, Вадим Ильин, и вы на самом крутом геймерском канале Вадич Аурус Phantom Elite Rockstrix Gaming RGB+. Приятного просмотра. Но что будет в следующих играх? Ведь рано или поздно боссы будут просто бесконечно крутиться с АОЕ на всю арену. А как побеждать? Да как хочешь, это же хардкор. За последнее время Elden Ring не только дал шума, но и разрабы выкатили крупный патч на 156 килобайт. Теперь среди всего мусора новобранцы помечаются восклицательным знаком. И я восхищаюсь студией From Software. У меня просто в голове не укладывается, как можно было сделать это за такие сжатые сроки. Жаль только, что у меня патч так и не заработал, хотя было бы неплохо, учитывая, что в DLC разраб добавил полностью одинаковые по скину пушки. Но сейчас не об этом. Все-таки я делал это видео не ради списка обновлений, а ради теней Древа Эрд. И по всем заветам соус-лайков дополнительный контент недостаточно просто купить, туда надо еще и попасть. В случае с Элденом для этого нужно победить Радана, Бича Звезд и Мога, Повелителя Тампонов. Некоторые игроки схватились за голову и испытывали негодование, что надо проходить почти всю игру. Но я скажу, что это еще разрабы подрубили милосердие. Вспомните, что в Dark Souls тоже надо было проходить больше половины игры, но при этом не победить двух крупных боссов, а разгадать целый ребус. Собрать экскременты кабана, обмазаться ими и найти определенного моба, чтобы где-то в закоулке появился еще один определенный моб, чтобы после победы над ним появился вход. А тут будет достаточно прикоснуться к Миколе, чтобы его шаловливая рука перенесла главного героя в царство теней. Выйдя из пещеры в свет после трансгрессии, можно наблюдать шикарный вид, от которого дух захватывает. У меня от удивления нижняя челюсть отвисла так, что и можно было педаль газа нажимать. Но, как говорится в народе, по одежке только встречают, провожают все-таки по уму. И начнем мы с того... А происходит тут то, что мы идем по следам Миколы, и это все, что я понял из игры. Сюжета, как всегда, нет, а подача того, что есть, на высшем уровне, и тарантиновские диалоги никуда не делись. Но, к счастью, фанаты уже запостили свои выдумки на Вики, поэтому проговорю хотя бы базу для общего понимания. Во-первых, Микола — это брат-близнец Малении. Да-да, той самой. И судя по информации, он отправился в земли теней, чтобы ждать своего нового повелителя. Так Микола сможет воссоздать свой Маня-мирок. А главный герой же чисто из любопытства отправляется посмотреть, что там происходит. И в принципе все, вас отпускают в открытый мир и делай с этим что хочешь. И вот мы плавно перешли к теме про то, чем же занимался в этом открытом мире. Вообще, наученный горьким опытом, я хотел просто его скипнуть, но разрабы меня законтрили. Пришел я, значит, на первого встречного босса и подумал, ну сейчас-то я этому обрыгану сломаю кабину в крошки. Но когда увидел его урон по мне и свой урон по нему, то споткнулся и упал. Оказывается, туловища из фромов решили добавить новую прогрессию в прокачке персонажа, а статы в DLC влияют только на то, какую пушку вы сможете надеть. Усиляется перс с помощью ошметков древа упадка, которые надо искать в прекрасном открытом мире. Естественно, я как человек, который ценит свое время, сразу открыл карту с гайдами. И знаете, слышал я, бытует мнение, что локации в игре просто пустые, но я с этим частично не согласен. Вот возьмем, к примеру, этот кусок. Тут лежит какое-то заклинание, тут филлерный босс из основной игры, и за него дают также заклинания. Тут, если подуть в рог, дают талисман. Это уже не пусто, так что, ребята летсплееры, не вводите людей в заблуждение. Да и мыслите позитивно, мир не на 98% пустой, а на 2% полный. Все-таки вам же продали целую игру по цене DLC. $26, это же цена одной буханки хлеба. Окей, не буду лукавить, в остальных пространствах еще навалили кузнечных камней 1, треснувших горшков и целых горшков. Как видите, тут есть стоящие награды, ради которых хочется тратить часы на увлекательное путешествие по этому миру. А на своем пути вы будете встречать уже знакомых боссов и знакомые данжи. А когда я убил двух полностью одинаковых боссов в двух полностью одинаковых катакомбах, я был в шоке. Как только фромы смогли в такое маленькое DLC всего за 26 баксов добавить 50 часов контента. Такое может не каждый разраб. Просто вспомните того же Ассасина, где если противники выше хотя бы на один уровень, то они вас практически шотали, из-за чего приходилось собирать досточки и камушки
камушки, чтобы прокачаться. Здесь ребята решили сделать умнее, поставили просто шотающих боссов и для прокачки раскидали по миру качающие ошметки древа. Кто-то, наверное, сейчас подумает, так это концептуально то же самое, только для полноты картины не хватает экономия времени. Я вам отвечу неоспоримым аргументом. Вы не понимаете, это другое. А разбросанные ошметки по разным закоулкам для того, чтобы по дороге к ним вы не упустили ни одной крупицы контента, озвученного выше. Лично мне было интересно. Не смотрите, что я прохожу боссов в открытом мире со слезой. Это никак не связано с тем, что они 50 раз повторялись в основной игре, а тут их сделали просто жирными и шотающими. Я просто применяю все механики игры. А осколки — это гениальный сюжетный твист, который нормисы, как всегда, пропустили, а поняли только избранные люди, которые потом в комментах показывают, насколько они выше тебя по социальной лестнице. И вот после такой минутки откровений можно приступать к боссам. Первым на моем пути встал танцующий лев. И чуваки, это какое-то недоразумение. Его паттерны атак мне почему-то напомнили Николая Должанского в его лучшие годы. Все что-то свистит, пердит, лев показывает свою попу, трясется в конвульсиях, экшн-камера не выдерживает экшена и колбасится в разные стороны. А когда по всей арене начинают бить молнии, в какую бы я сторону ни кувыркнулся, все равно попадаю в другую молнию. Это самый гениальный геймдизайн, что я видел в своей жизни. Дрался я с ним где-то 3 часа, и победный билд был клинком Маликита. Вот что реально прикольно у льва, так это смена стихий. Ну, конечно, хотелось бы видеть разный подход к разным стихиям, а не просто смену одних спецэффектов на другие. А так пока что получается дрочь сменяется на дрочь. Дальше по чистой случайности я попал в замок Энсис. Небольшая локация, где нас будет ждать новый босс Риланна. Ох, Риланочка, эта прошмандовка разбила, если не сердца, то ебальники уж точно многим парням. Как нетрудно догадаться, она прямая сестра королевы Риналы и также владеет корианским волшебством. Плюс ко всему, из-за того, что она примкнула к Месмеру, у нее получилось овладеть его пламенем, и стала она понтификом Салливаном. Не знаю почему, но в бою даже музыка прям как будто из Dark Souls 3, даже в бою как будто те же приемы, только без окон. Кстати, по поводу окон, многие говорят, что их тут нет. Опять же, я не совсем согласен с этим утверждением. Окна тут точно есть, но, к сожалению, в них можно сделать только паунс. Лично я убивал ее большой палкой на кровоток через стагеры и бил во время ее камбухи, потому что в окне она от меня уклонялась. Я ее так зажал, конечно, что она даже не смогла кастануть свою ульту с лунами, хотя это ее лучшая атака, поскольку доджится намного удобнее прыжком. А это хоть и одна, но дополнительная кнопка. Потратил я на Риланну 2,5 часа, если еще учитывать мои эксперименты с билдами. Вообще драться с ней не обязательно, поскольку есть обходной путь на следующую локацию, но упустить такую деваху я не мог. Следующим этапом нам откроется вторая часть пустыря с локацией Пристанище Теней. Войти туда просто так не получится, поскольку вход преграждает золотой гиппопотам. В принципе, он, как и любой большой босс, имеет в арсенале кривую граб-атаку и очень жестко нападает на камеру. Убивал его также палкой на кровоток через стагеры, но не всегда получалось сделать крит, так как он уж очень любил падать сквозь стены. Босс мерзкий и проходной, плюс повторка. Что ж, вот мы и попали в Пристанище Теней. Это, наверное, самая большая сюжетная локация. Но не просто так, тут все-таки находится главный антагонист этого DLC — Месмер Колоссажатель. Этот персонаж сбежал прямиком из аниме, и он единственный тут, кто имеет под собой интересную cool story. С рождения Месмеру немного не повезло, и появился на свет он сразу с глистом, который мог съесть внутри него лучину пламени. Этот змей стал проклятием в его жизни, но мать не хотела, чтобы сынуля превратился в злое чудовище, поэтому решила сделать ему коррекцию зрения, вырвав глаз и на его место поместив печать благодати. Однако Марике все равно было стыдно за сына, из-за чего она решила спрятать его в царстве теней. Там Месмер начал уничтожать народ, что жил на этих землях еще до эры Древа Эрт по наказу своей матери. Примерно так он тут и оказался. И нам нужно его победить, для того, чтобы завладеть лучиной Месмера, которая сможет сжечь тайное древо. В бою он, конечно, очень грациозный. Его змеи прямо-таки взяты из секира, такие же атаки будто схватила судорога. А его скорость говорит о том, что он каждый день, наверное, занимается кроссфитом, но летает он по арене как в жопу ужаленный. Но в отличие от остальных, Месмер это делает хотя бы красиво и со вкусом, и имеет не сильно много двойных атак, которые успевают бить тебя еще до выхода из переката. Да, я все равно катался вокруг него как панда где-то часа 3, но справедливости ради в этом бою хотя бы чувствуется какая-то минимальная, вот совсем чуть-чуть минимальная прогрессия. И выходит, что ты побеждаешь не в удачном трае, а хоть это и глупо звучит, но как-никак типа на скилле сжатие пробел в тайминг. В итоге, колупая его 2 катанами по крупице, я победил колоссажателя. За это меня начали уважать и прозвали Вадич Бутылка-сажатель.
После получения лучины можно отправляться к тайному древу, но перед этим потребуется пробежать пару километров пустоты и после чего столкнуться в бою с Раминой, человеческой многоножкой. Визуально просто конфетка. Моя любимая розовая цветовая палитра, вокруг летают бабочки, она в придачу косит половиной ударов, если подойти вплотную. Ну просто сказка. Меня смущает только одно, это вроде предфинальный босс, а складывается ощущение, что так, опциональный. Ни катсцены, ни лора никакого, просто она одна из роговестов, того народа, что истребил Месмер. Она типа защищает от меня тайное древо, но зачем, если я наоборот пытаюсь как бы остановить это недоразумение? В целом это не важно, но за затяг, подруга, я подготовил для тебя самый большой флакончик в инвентаре. Ну и вуаля, мы сжигаем тайное древо. А нам в это время открывается финальная локация. Да, в игре всего 3 обязательных босса, все остальное является доп-контентом, но поскольку все-таки опциональные ребята получились уникальными, быстренько по ним пробежимся. Начнем мы с командующего Гая, один из корешей Месмера, который руководил его войском. Этот босс обязан получить награду «Самый кривой хитбокс Эверс». Какие-то движения бьют, какие-то не бьют. Когда он бежит на тебя, почему-то нужно кувыркаться прямо в него. Я, конечно, вроде научился стабильно доджить эту атаку, но все равно, как по мне, это контринтуитивно. Что-то на уровне огненного голема убивать огнем. Гай хоть и является не последним лицом в этом DLC, но лор у него на уровне. В юности Гай и Радан частенько устраивали дружеские поединки. В ходе одного из таких сражений родилось одно заклинание, что Гай использует до сих пор. Да, очень жаль, что такой гениальный сюжет все пропустили. Из интересного тут лишь то, что Гай Альбинор, а это значит, что я убил злого карлика. Я, конечно, не смеюсь над такими особями, но из-за того, что босс убогий, я посмеюсь. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Сразу не отходя от кассы, через пристанище теней можно спуститься к еще одному парню. Воплощение Древа Упадка. Это туловище пришло прямиком из кошмаров дачников, что разводят подсолнухи. И он, кстати, удивляет. Давно я не видел боссов с 3 стадиями. А дальше больше. Они его еще и сбалансировали, а это редкость в Элдене. Типа они распределили здоровье примерно пополам и добавили возможность в конце сделать крит, чтобы босс вылез с неполной полоской здоровья. Тут мега выгодно использовать какие-нибудь парные ножи. Они вливает максимальное количество урона, и как только я догадался до такого билда, он лег с первого трая. Окей, теперь перейдем к секретной локации, лес бездны. Путь туда будет лежать через катакомбы и через мобьё в виде босса. А первая особенность будет в том, что тут нельзя использовать осла, потому что он якобы чего-то боится. Я думаю, мне не стоит объяснять, что это просто затяжка времени, потому что 50 часов контента. Но помимо этого тут есть еще особенность, типа полноценный стелс. И поначалу мне показалось это чем-то свежим, но спустя пару минут я понял, что разрабы этот момент также пропустили через фильтр хардкора. Кусок, который ближе к костру, оснащен клином Марики, чтобы возродиться рядом, а другой кусок, который дальше от костра, почему-то не имеет клина Марики. Как по мне, это вершина геймдизайна и потолок, выше которого не прыгнуть. Но в конце всей этой красоты будет необычный босс — Мидра, владыка яростного пламени. Сначала нас встретит вот такая инфузория туфелька, но окажется, что он прям владыка с большой буквы. Он будет поджигать все вокруг, включая мой пердак. Поначалу я, конечно, плевался, потому что был сосредоточен на быстром убийстве, но пересматривая футажи, немного поменял мнение. Потому что со стороны все это смотрится довольно атмосферно. Особенно саунд прям наводит ужаса, что кажется, будто ты сейчас без боя залезешь к нему в дырочку, которая вместо головы, если вы вдруг подумали о другой. Так что в принципе ставлю плюсик, но пока только карандашом, даже закрыв глаза на дебильную локацию. Продолжая путь, я, конечно же, не мог забыть про Беззубую гору. И хочу подметить, что я был несказанно рад увидеть там драконьи кузнечные камни, поскольку они будут слегка полезнее, чем треснувшие горшки. Можно их использовать как клыки. Укус вампира. Помимо этого, здесь обитает Бейл Великий и Ужасный. Как можно заметить, он одноногий. Это все объясняется тем, что когда-то Бейл решил быкануть на Пласидуса Экса, величайшего из драконов. Но, увы, хоть он и задамажил его нормально, однако улетел без ноги и скрылся в мире теней. Там он жил долго и несчастливо, а от своего горя засирал арену спецэффектами. На этого босса стоит идти только в случае, если вдруг вам нужны драконьи молитвы, потому что за него, кроме сердца, ничего не дадут. Бой с ним такой себе. Да, он прям отличается от всех драконов, и у него есть уникальная особенность — бить только по области, когда ты в ногах. Причем он может просто спамить этой АОЕ атакой. Так он хочет, чтобы я подрался с его головой. А мое самое любимое — это застрять в паховой области, без вариантов уклониться. Язык не поворачивается назвать такой бой интересным.
тому же его исход это лишь вопрос пушки, благо я вспомнил, что вкачал драконью катану, которая стреляет жижей какой-то. И о боже, этот пепел войны оказался играбелен конкретно против этого босса. Не может такого быть. Следующий на очереди у нас будет Сирота Коз. Я видел этого парня в интернете, и он меня заинтересовал. Я очень хотел к нему попасть. Но буду честен, зацепил он меня только приятной цветовой палитрой и своим неформальным видом. Похож на меня в молодости, он хорошо подсушился на турниках. И о боже, у него почти все атаки без АОЕ, только грубая сила сухофрукта. За это ему, конечно, плюс балл к стилю. Ну и последний в списке — Матерь пальцев Метир. Эта штука мне капец напомнила аборигенов из игры The Forest. У них тоже было много рук и пальцев, и они тоже обитали в данжах. К ней я дошел после финального босса и тупо, как это модно сейчас говорить, зачизил ее за одну попытку. Да и вообще, до этого, значит, была сирота, а сейчас матерь, которая спряталась за тупым квестом от своего сына. Еще немного, и мы соберем всю семью Мидзаяки. И я закончил список именно этими боссами, потому что между ними точно есть лорная связь. Теперь же мы возвращаемся к финалу. Локация Энир и Лим. Из интересного, тут дадут поместиться стенка на стенку с фантомами. Это было реально прикольно. Жалко только, что в награду не дают футболку со скином Траха нет. В остальном же эта лока просто душниловка с затягиванием времени. Поэтому встречайте будущий консорт Радан. И тут вскрывается вот этот поворот в сюжете. И оказывается, что все это хитрый план Миколы и Малении. Получается, Микола спецом отдался Могу, чтобы в его теле позже возродить Радана. А задача Малении была в том, чтобы потушить Радана красной гнилью. Но все пошло не совсем по плану, и Радан остался жив, при этом убил его главный герой, то есть мы. В итоге душу его забрал Микола, возродил ее в царстве теней ради того, чтобы Радан защищал его от меня. А все нужно для того, чтобы Микола смог создать свой порядок милосердия. Честно, жалко парнишку, несмотря на то, что это было по обоюдному согласию. Ему типа сказали: ты станешь великим, но каким способом это будет реализовано, умолчали. И в итоге заставили его гнить на протяжении долгого времени. Прямо как у меня на работе. Вроде обещали и зарплату, и карьеру, а после подписания контракта из обещанного дали только много работы. Ладно, это уже лирика для отдельного видео. Что же там слышно по геймплею? Чуваки, вот честно, вообще не хотел с ним драться. Смотря как с ним мучились летсплееры, лично мне было страшно. Если с другими боссами у меня были неприятные ощущения во время файта, но при пересмотре казалось, что вроде в каком-то плане даже окей, то в случае с Раданом даже при просмотре чужих записей я понимал, что это конечное. Но таких камбух даже Данте не крутил в свои лучшие годы. Это могли быть 10 часов безудержного веселья, но я уже был немного поддушен Бейлом, поковырял его полчасика, ну и решил запустить тяжелую артиллерию. Взял самый тяжелый щит, который, судя по характеристикам, тяжелее даже мамы разраба. И вдобавок перелил статы в тяжесть. Конечно же, не забыл повесить на себя золотые цепи для усиления щита и перед боем шлифанулся флягой со слезами на выносливость. Копье Мога я его тыкал будто вилкой и делал это достаточно усердно. Главное во время процесса не забывать уклоняться от граб атаки, иначе он крадет сердце. Такую кражу я не смог оставить безнаказанной и украл у него почки, чтобы продать их в гастрономе за 50 рублей. Ну вот и все, главный добряк побежден, и в конце нам покажет мини-катсцену, где Микола просит Радана стать его консортом. И так он сможет сделать этот мир добрее. The End. Я не стал, конечно, раскрывать тему, что Радан и Микола типа братья, и они поженились, потому что решил оставить это любителям покопаться в лоре. Я лучше поделюсь с вами общими впечатлениями о DLC, максимально серьезно и без тупых шуток. Как по мне, это вышел какой-то полуфабрикат, и я даже не знаю, то ли фромы не успевали, то ли они болта такого на 32 забили. Система наград сделана как будто для вида. С новыми НГ+, сила боссов растет, а награда нет. Да и то, что есть, натурально в 2 раза меньше, чем дают боссы и мобы из основной игры. Прокачка имеет низкий потолок, из-за чего играми на НГ+, можно пытать. Боссы сделаны по принципу «давайте засунем лучшие спецэффекты, что у нас есть». В игре без рофлов должен быть дисклеймер о эпилепсии, потому что я на Радане уже пену изо рта пускал от ярких вспышек. Мир не радует разнообразием. Все, что тут есть, вы видели уже в основной игре, кроме 2 данжей. Хитбоксы такие же кривые, кобыла такая же кривая и так далее. Но хотелось бы, конечно, не только ругать, но и похвалить. Все-таки атмосфера в DLC мне понравилась больше, чем в основной игре. Тут я чаще
полностью менял билды, и мне становилось в некоторых моментах легче. Это прикольно, несмотря на то, что для смены билда надо тратить время на фарм, прокачку оружия и прочее. Разрабы добавили новую слезу, которая позволяет парировать как в Секиро, из-за чего контратака хоть в некоторых моментах приобретает смысл. Но и есть 2,5 атаки под прыжок, так что даже несмотря на топорность многих моментов, разрабы что-то понимают, и надеюсь, они будут дальше развивать новые механики на базовом уровне. А пеплы наконец-то станут играбельны. А я им могу пожелать только удачи в будущем развитии. И на этом я заканчиваю видео. Напоследок скажу, что если бы это DLC стоило 50 копеек, то я бы не жаловался. Всем спасибо за просмотр и поддержку, ребята, вы у меня самые лучшие. Всем аривидорчи, увидимся в следующем ролике.